Приветствую, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня мы с вами добрались до финальной части мастер-класса по вязанию набора «Всадник и его верный конь». В этой части я покажу, как аккуратно сделать гриву, как связать и закрепить упряжку, как выполнить вышивку глаз и ноздрей, чтобы придать лошадке выразительный и живой вид. Как всегда, для вашего комфорта доступны субтитры на разных языках. Включайте, если так удобнее. Если вам нравится формат, очень поддерживают лайки, комментарии и подписка. Благодаря вам мастер-классы продолжают жить и выходить чаще. Поехали доделывать нашего красавца-коня. Вяжем ушки. 5 столбиков кольцо амигуруми. Это первый ряд. Петля подъема и вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем. Ставлю маркер для обозначения начала ряда. И с первой петельки вяжем второй ряд. 2 столбика без накида. Остаток я ввязываю, чтобы закрепить. 1, 2. Дальше прибавка. 1 столбик без накида и прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 7 петелек. Сейчас выворачиваю, чтобы было удобно вязать дальше. Третий ряд, 1 столбик без накида. Следующую прибавка. 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка. И 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали третий ряд, у нас получается 9 петелек. И теперь с 4 по 6 ряд включительно вяжем каждый ряд по 9 столбиков без накида. Провязала. Теперь делаем соединительный столбик. И ниточку отрезаем, оставляя для пришивания. Вяжем второе ушко. Готово. Теперь пришьем их. Отмечаем. Пришивать я их буду за 10-м рядом от места, где мы заканчивали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот здесь буду пришивать. Так вот размечаю. Вот одно и второе.
Вот так разметила. Теперь заправляем вот этот остаток в иголку и по кругу пришиваем. Принцип пришивания деталей такой же, который я показывала при изготовлении всадника. Готово. Вот так получилось. Теперь сделаем гриву. Для гривы нам необходимо нарезать пряжу, точно так, как мы делали для хвоста, только нам необходимо 88 отрезков по 10 сантиметров. Встретимся, когда сделаем. Готово. Я раскладывала по 10, чтобы удобнее было считать. Я начну с челки. Ширина всей гривы будет 2 столбика. Вот, находим центральные 2 столбика. Вот сюда будет первый. Беру 2 ниточки, складываю пополам. Продеваю петельку и 2 нити вот сюда и затягиваю. То есть за каждый столбик я буду прикреплять по 2 ниточки. И рядом впритык вот этот столбик. Снова беру. Складываю. Вот петельку протянула и продеваю сюда 2 ниточки. Затягиваю. Получается вот так. Таким образом мы будем продолжать прикреплять наши отрезки в каждом ряду шириной по 2 столбика. Для того, чтобы соблюдалась ровная линия, иногда придется их делать впритык, как здесь впритык друг к другу, а иногда один посередине столбик буду пропускать. Смотрите там, как вам больше нравится. Можно, в принципе, смещать немножко, но я делаю так. Можно ставить иголочки, чтобы линия центра не сбивалась, можно на глаз, как вам удобно. И так мы делаем в каждом ряду и складываем по 2 отрезка. Сейчас еще раз покажу, чтобы холофайбер не цеплять. Вот так. Две беру. И вот так присоединяю. На камеру просто не очень удобно. Так. И вот здесь рядом притык. Точно так сюда делаю петлю. Так. И хорошо затягиваю. Потом, когда утюжком будем выравнивать вот эти все ниточки, челка будет направлена вперед, а все остальные в сторону. Принцип, я надеюсь, понятен. Чтобы видео не затягивать, я покажу уже в готовом виде. То есть провязываем каждый ряд по 2 столбика, пока закончатся все отрезки.
Готово. Я присоединила все отрезки. Вот такое чудо получилось. Вот так выглядит. И теперь, чтобы выровнять гриву, придать ей блеск, я буду использовать вот такой вот дорожный утюжок для волос. Можно использовать обычный утюг, в принципе, просто положить и прогладить. Гриву я буду сглаживать вот на эту сторону, а челку вот сюда вперед. Сейчас покажу, как я это делаю. Утюжок нагрелся. Итак, челка будет вот здесь, заканчивается за ушками сразу. Все остальное уже будет вот так вот на бок идти грива. Поэтому разделяю вот так. И утюжком придавливаю. И вот сюда заглаживаю наперед. Вот сразу блеск появляется. И хорошо будет держать форму. Сейчас еще раз. Вот впритык. И придавливаю, протягиваю вперед. Теперь вот эту оставшуюся часть тоже вот таким образом. И теперь все вместе. Гриву я подровняю, челку и гриву в целом уже в готовом виде после того, как пришьем упряжку. Вот так получается. То же самое я делаю с оставшейся гривой. По чуть-чуть вот здесь беру. Только уже заглаживаю вот сюда, на эту сторону. Вот так. Сейчас покажу. Теперь с этой стороны. И вот таким образом прохожу по всей длине. Принцип, я надеюсь, понятен. Сейчас я проглажу всю эту гриву и встретимся. Готово. Вот так выглядит. Челку потом подрежу, а пока можно подровнять гриву. Я ее просто выкладываю. На камеру не очень удобно показывать. Ну, в общем, вот эти все лишние хвостики, которые торчат, их аккуратненько подрезаю. Вот так.
И тоже, чтобы ровненькая линия была, красивая, чтобы вам нравилось. После того, как подровняю гриву, утюжком выровняю хвост. И после этого точно так же ровненько его выкладываем и лишнее отрезаем. Хвостик готов. Выровняла утюжком и подровняла край. Вот так получилось. Теперь, что касается деталей упряжки. Упряжка эта вяжется точно так же, абсолютно точно так же, как я показывала в предыдущем мастер-классе. Мы вязали лошадку с седлом. Вот, разница будет только в длине деталей. Поэтому, чтобы не тратить время и не затягивать видео, в этом мастер-классе я уже повторяться не буду. Скажу только по количеству петель. Вот это кольцо маленькое. Вот оно. Набираем 20 воздушных петель, замыкаем в круг и вяжем 20 соединительных столбиков. Побольше кольцо, вот это. Набираем 45 воздушных петель, замыкаем в круг и вяжем 45 соединительных столбиков. Вот эта деталь, которая идет с этой стороны и вот сюда. Вот она. Набираем 40 воздушных петель и, начиная со второй петли, вяжем 39 соединительных столбиков. Затем вот эта деталь на грудь, которая идет. Набираем 42 воздушные петли и, начиная со второй петли, вяжем 41 соединительный столбик. Вот эта деталь. Седло. Седло вяжется точно так же, тоже количество петель, вот оно, как и для лошадки с седлом. Разница только в том, что там я вязала методом крестики, то есть над нитью, а вы можете вязать под нитью. Схема от этого не собьется, не поменяется. Стремена. Вот эта часть вяжется точно так же, только там она была серого цвета, здесь будет светло-коричневого. А вот эта длина, здесь мы набираем 10 воздушных петель и, начиная со второй петли, вяжем 9 соединительных столбиков. Вот так выглядят. Дальше вот этот ремень, который идет под седлом, вот этот. Набираем 38 воздушных петель и со второй петли вяжем 37 столбиков без накида. И следующий ремешок вот этот. Вот он, маленький. Набираем 20 воздушных петель и со второй петли вяжем 19 столбиков без накида. И в этой лошадке добавляется вот такая деталь. Вожжи или поводья, не знаю, как правильно называется, вот эта штучка. Вот. Для нее мы набираем 70 воздушных петель и со второй петли вяжем 69 соединительных столбиков. Обратите внимание, что на некоторых деталях ниточки, вот эти остатки я оставляла, а на некоторых нет. Это для удобства пришивания. Вы, в принципе, можете их не оставлять, потом просто заправить длинную нить и уже с помощью этой нити пришивать. То есть это как удобно. Пришиваются все вот эти детали точно так же, как я показала в предыдущем мастер-классе по лошадке. А вот эта вот деталь, она пришивается просто дополнительно вот сюда. Также вот этот ремешок, я его здесь сделала в виде петельки. Вот так. В том мастер-классе я его просто пришиваю вот сюда. Вы можете сделать, как вам удобно. Или такой вариант, или первый вариант. Все остальное делается точно так же. В принципе, я рассказала все по этим деталям. Встретимся, когда все пришьем. И нам останется только вышивка глаз и ноздрей.
Готово. Все детали пришиты. Вот так выглядит. Теперь сделаем вышивку глаз. Я заправила ниточку оранжевого цвета. Прячем узелок. Вот на таком расстоянии приблизительно я вывожу иголочку. И нам необходимо сделать 3 стежка. На ширину 2 ряда. Вот так. 1. Два. И 3. Перехожу сразу на эту сторону. Делаю точно так же симметрично 3 стежка с этой стороны. Доделываю 3-й стежок. Вывожу иголку вот сюда в начало. Вот так получается. Здесь делаю узелок. И ниточку прячу. Вот так получается. Теперь заправляю красную ниточку и будем делать стежки вокруг. Теперь прячем узелок. И вывожу иголочку вот сюда. Делаю вот такой стежок. Вот так. И вывожу вот здесь. Для того, чтобы закрепить ниточку, и она не смещалась. Вот так. Сюда. То же самое делаю с этой стороны. Готово. Теперь вывожу иголочку снова вот здесь в начале. И делаю точно такой стежок, только снизу. Сейчас вот здесь подтяну. Вот то же самое. Вот так. И вывожу
вот сюда, чтобы зафиксировать вот этот нижний стежок. Так. То же самое делаю с этой стороны. Готово. Теперь пока ниточку эту я оставлю, сделаем ноздри, выведем вот эту ниточку вот сюда, чтобы сделать полосочку с этой стороны и с другой стороны. Сейчас я заправляю нить черного цвета. Прячем узелок. И вывожу иголку вот здесь за первым рядом, за кольцом амигуруми. Спрятали узелок. Теперь делаю стежок через 3 ряда. 1, 2, 3. Даже 3,5. По диагонали немножко. Вот так. И вывожу иголочку в начале. Теперь делаю 12 витков. Вот вокруг иголки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь, придерживая, вывожу иголочку через них. То есть нужно вот эту иголочку через них продеть. Получается вот так. Вот такая ноздря. Вывожу вот сюда, на эту сторону, симметрично. Здесь вот она получается рельефная. Вот она. И точно так делаю с этой стороны. Вставляю иголочку, вывожу и делаю 12 витков и вывожу. Готово. Вот я сделала вторую ноздрю. Здесь, конечно, может быть плохо видно на черном цвете. Если кто вязал дракона с крыльями со мной, или если хотите получше рассмотреть, как сделать вот такой вот стежок рельефный, мы там вязали когти у дракона вот таким способом, поэтому можете перейти и посмотреть. Это был мой первый мастер-класс на канале. Сейчас я вывожу иголочку вот здесь, делаю узелок и прячу нить. Снова заправила остаток ниточки красной. Вот сюда ввожу иголочку, а вывожу вот здесь под ноздрёй. Вот сюда. Вот сюда. Теперь делаю стежок.
на всю длину ноздри и вывожу с этой стороны. Вот так получается. То же самое делаю с этой стороны. Один стежок вывожу вот сюда, делаю узелок и ниточку прячу. Теперь заправила ниточку желтого цвета, тоже прячу узелок. И здесь делаю просто по 2 стежка. Вот здесь внизу. Вот так. Один. Вывожу на эту сторону. Сейчас должно быть здесь. Сейчас нужно сделать над красной ниточкой вот так. Это один стежок. Теперь вывожу вот сюда снова. И делаю еще один. Вот так. И то же самое на этой стороне. Вот так получилось. Вывела ниточку вот здесь под упряжку. Здесь делаю узелок и прячу ниточку внутрь. Вот так выглядит. Остался последний штрих. Это подровнять челку. Выкладываю. И здесь выбирайте длину. Я длину оставлю вот здесь, где заканчивается упряжка. Будет вот такая длина. Подрезаю. Вот так. Теперь выкладываем щелочку. И вот так получается. Вот грива с этой стороны. И с другой стороны. Можно еще раз подровнять утюжком. Ну вот, мои дорогие, мы с вами и закончили весь большой мастер-класс по созданию набора «Всадник и его верный конь». Я надеюсь, что вы гордитесь своим результатом так же, как и я горжусь вами. Я очень благодарна за вашу поддержку, за теплые слова и за ваши лайки. Они невероятно вдохновляют. Также отдельное спасибо спонсорам и всем, кто оформляет ранний доступ. Вы позволяете мне продолжать создавать большие, детальные и доступные мастер-классы. И хочу порадовать вас новостью. Следующий мастер-класс будет по вязанию сиамского котика. Вы за него очень активно голосовали, поэтому он следующий в очереди. Уже готовлю для вас материалы. Еще раз огромная благодарность за поддержку. Желаю всем вдохновения, хорошего настроения и успехов. До встречи в новых видео. Пока-пока.